Канал Masters of Body снова с вами. Добрый вечер. Здравствуйте, друзья. И мы продолжаем. И сегодняшний выпуск, сегодняшние, так сказать, посиделки бабок на лавочке, как сказал один наш смотритель, мы продолжим в тему предыдущего выпуска, который был посвящен химии и фармакологии. Очень хочется поблагодарить многих. Мы такие отзывы получили, столько вашего внимания, столько реакций в комментариях было прислано, столько вопросов, что решили продолжить эту тему. И главной сегодняшней темой будет все-таки, мы вам в конце предоставим небольшой примерный курс, так называемый курс, который будет направлен для мужчин, назовем это образно, очень 40+. И этот курс будет направлен с целью не увеличения огромной мышечной массы или силовых показателей, а все-таки вот о том, о чем мы и говорили, улучшение качества жизни, улучшение настроения и общего самочувствия. Но перед тем, как начать эту тему, хотим немножечко пройтись по тем вопросам, которые часто встречались в предыдущем выпуске в наших комментариях. Многие люди, там были хейты, были, что там еще, недовольство, ну как только не было. Было много очень адекватных, хороших людей. И вот один из вопросов, которых захотелось ответить, человек один не очень вежливо высказался по поводу слова Андрея насчет тестостерона. Андрей сказал, что применение этого препарата улучшает, так сказать, мужские функции. Это неправда. Андрей, что ты скажешь по этому поводу? Ой, эти диванные хейтеры. Я скажу так. Вы возьмите любой тестостероновый препарат, даже аптечный, откройте аннотацию и почитайте. И одно из первых фраз, функция этого препарата, это улучшение мужского собственного тестостерона. Вот хоть убейте меня, ложу голову на отсечение, пускай дальше хейтят. Но это так. Просто есть моменты, есть нюансы. И человек, не дослушав, сделал такой вывод. Да, в свою очередь, я в подтверждение Андрея слов действительно почитал инструкцию к тестостеронопропионату и вот сделал вам из энциклопедии, если не верите нам, обычная выборка, выдержка. То есть анаболический стероид, именно этот терапевтические дозировки, вызывает усиление полового влечения с одновременным улучшением морфологического состояния половых желез у мужчины. Так, далее еще был вопрос по поводу соло, применения препаратов соло. Тем более человек писал насчет, типа, много не хочу, много нет, ну, в общем, там, метан, еще что-то. И мы им ответили, человеку ответили, что комплексный курс, да, он все-таки более эффективен. Ну, Андрей, вот твое мнение, соло, комплексный, ну, скажи, как главный эксперт. Ну, подтверждение твоих слов, Костя, комплексный курс даст лучший эффект и лучший результат. Но соло люди используют препараты в основном зачастую, когда они комплексным курсом добились определенного результата. Основной цели. Да. Ага. Когда они отдохнули, почистились, когда они отдохнули от стероидов и хотят маломальски зафиксировать результат, который они увидели в зеркале, тогда можно использовать курс соло. В этих случаях, но если человек использует курс соло, даже новичок, для новичков, да, даже новичок первый раз, то он однозначно не увидит того результата, который ему или кто-то предложит, или он сам себе как бы визуализирует его. Да, и все. Такого не произойдет. Поэтому, если вы не хотите выбрасывать деньги на ветер, то используйте, мы не рекомендуем, это просто наши выводы. Используйте курс не соло, а комбинированный. И если вы хотите зафиксировать этот результат, вы можете использовать курс соло. Вот мой ответ. Все понятно. В принципе, в дальнейшем мы сейчас будем говорить о, если так условно можно сказать, о пользе для возрастных мужчин. Поэтому сделаем еще несколько выборок, то есть для чего, собственно, нужны стероидные препараты, и почему они были придуманы человечеством, и чем они полезны возрастным мужчинам. Все знают, что у каждого человека с возрастом, мужчины и женщины, наблюдается проблема с суставным аппаратом, то есть такие вопросы, как остеохондроз, остеопороз. Так вот, берем выдержку
любой энциклопедии, где будет написано, что стероидные препараты способствуют фиксации кальция в костях и увеличению костной массы при остеопорозе. Дальше, еще один положительный эффект, который мы попытаемся также извлечь из того мини-курса, который вам предложим в конце. Анаболические стероиды улучшают показатели липидного обмена, то есть снижая уровень холестерина. Что такое излишний холестерин? Это факт, возможность образования бляшек в сосудах с последующим тромбозом и со всеми вытекающими проблемами с сердцем. Я прав? Прав. И что такое липидный обмен? Это обмен жиров. И если вы даже питаетесь не совсем правильно, то анаболические стероиды улучшают липидный обмен, то есть улучшают обмен веществ. И вы при нахождении на курсе не будете, скажем так, испытывать жировые отложения в той большой основной массе, как без него. Это тоже плюс стероидам. И теперь в дальнейшем, как же многие начнут хейтить, как же вредно, не вредно. И вот тут еще одна выдержка небольшая. Про длительность курса, про пользу для мужчин мы уже сказали. Длительность курса и терапии малыми дозами анаболических стероидов более предпочтительны, чем кратковременные и большие дозировки. Это то, о чем мы как бы всегда говорим и будем всем говорить. Ни в коем случае мы не то, что не рекомендуем, а мы советуем вам этого не делать. Очень часто это ошибка молодых, правильно? Да, чем больше, которые тем хотят лучше. быстрый результат, да, закидываются их потом, в лучшем случае, растяжки, прыщит, что угодно. Особенно если человек возрастной и начинающий, и не знает еще особенностей организма, как он отреагирует на этот курс. То есть минимальные дозировки, длительный курс, но со всеми теми предшествующими процедурами, о которых мы говорили, и сегодня еще напомним, в предыдущем выпуске. Итак, начнем. Так как мы разобрались, для чего же все-таки эти стероиды, и что они могут нам дать пользу какую, сегодня Андрей вам предложит небольшой, это как бы так сказать, образно курс, это пример, это ни в коем случае не инструкция к применению, который позволит мужчинам, я бы даже сказал не 40 плюс, а 35 плюс, которые не сильно продвинутые в вопросах химии, но хотят все-таки улучшить качество жизни, вот его улучшить и, так сказать, увидеть немножко себя другого и счастливого в зеркале. Итак, Андрей, первый препарат, с чего начинается твой рекомендованный курс? Ну, первый препарат мы коснемся такого андрогенного препарата, как сустанон. Номер 1 сустанон Да. в сегодняшнем нашем курсе. Объясни, пожалуйста, почему этот препарат, а не те, о которых мы сейчас говорили. То есть, я забегаю наперед, есть тестостеронопропионат, тестостеронэнантат, сустанон. Вот выбор. Почему не тестостеронопропионат? Или, Потому если что- возможно, вариантики. Да. Да, потому что тестостеронопропионат, он очень слабенький, он очень, скажем так, нежный. И основная его такая, скажем так, не совсем хорошая особенность, он быстро выводится из организма. Для этого, чтобы человек получил результат, ему придется чаще его колоть. Сустанон имеет 4 эфира. Его можно колоть раз в неделю. Еще мы коснемся тестостерона энантата. Это О, Андрей, перебью на секундочку. Если сустанон колется раз в неделю, тестостеронопропионат сколько раз в неделю надо через колоть? день. То есть чтобы минимум получить 3 раза, да? Нормальный результат. Да. То есть 1 дырка, 3 дырки, как минимум удобство. Плюсик в адрес сустанона. Продолжайте, пожалуйста. А вот тестостерона энантат я ставлю на одну чашу весов вместе с сустаноном, потому что это длинный, пролонгированный, хороший эфир, который даже возможно колоть раз в 10 дней. То есть я предпочитаю, лично я, сустанон, но человек выберет сам. Эти два препарата, тестостерон энантат и сустанон, или тот, дадут вам хороший одинаковый эффект. Я смею предположить, то есть выбор будет зависеть уже от индивидуальных особенностей человека, 100%, от анализа, цена, качество, от да, того, да, кто его, кто курирует этого человека, то есть либо тренер, либо доктор, то есть выбор уже будет индивидуален, либо тот препарат. 100%. Но они при этом выборе не ошибутся ни в коем случае. Теперь Или тот, или тот. уточним дозировки, то есть если сустанон, это у нас кубик в неделю, правильно? Да. Если Тестостерон тестостерон энантат, энантат, можно кубик в 10 дней.
есть. Следующий препарат. Следующий препарат я бы рекомендовал оральный. Туринабол. Туринабол номер 2 Да. в списке Викинга. Почему он? Да. Да, и что это вообще такое? Для чего Называется нужен? он полностью Туринабол Депо. Там длинная цепочка. Он нужен вернее, он способствует Да. увеличению силы при тренировочном процессе. Он способствует выносливости. И он способствует хорошему восстановлению. И также он немножечко увеличивает синтез белка. Но Ой, так как да, препарат оральный, то он быстро и выходит. Продукт полураспада у него очень коротенький, поэтому он быстро выходит. Поэтому его нужно принимать каждый день. Ну а о дозировках мы поговорим чуть позже. Так, хорошо. Если мы с устаноном разобрались и с тестостероном, то есть побочка, все знают, если его использовать слишком много, эффект дуги, угнетаем выработку собственную, если в небольших терапевтических, наоборот, улучшаем выработку. Все-таки теперь давай немножко затронем, пока мы не запутались, побочка от туринабола. Какая может быть? Да, и сколько таблеток или миллиграмм в неделю, в день вот этого самого Побочка туринабола. от туринабола Да. это только интоксикация печени. То есть он влияет на печень, немножечко на почки. То есть дозировка для людей, скажем так, весящих до 80 килограмм, достаточно будет одной таблетки в день. Таблетка, если таблетка 10-миллиграммовая. В разных фармакологических компаниях есть разная дозировка. Но в основном это 10 миллиграмм. Есть 20. Но я думаю, что, скорее всего, такую дозировку крайне редко кто найдет. И если человек весит более 80 килограмм, приблизительно 85 и выше, то тогда для такой массы тела желательно рекомендуемая доза 2 таблетки в день. Препарат используется только перед едой и подвязывается только под еду. Ни в коем случае ошибка многих новичков, ошибка многих людей, его используют как некоторые при тренике аминокислоты пьют перед тренировкой. Это большое заблуждение и это неправильно, потому что оральные препараты усваиваются с приемом пищи. Очень хорошо. Здесь все понятно. Еще только вот у меня один мой личный вопросик. Я, например, ничего не люблю по воскресеньям. Ни пить, ни колоть, ни есть. Здесь обязательно каждый день прям эти таблетки, все или все-таки... Если такие есть будут варианты. люди тоже, которые не любят, как ты, есть вариант. От 1 день в неделю не скажется никак на вашем прогрессе, лишь только потому, что этот препарат, он, как и любой медикаментозный, должен накопиться. То есть, если вы принимаете его 2-3 недельки и по воскресеньям не будете принимать, ничего страшного вообще не случится. Это мы возвращаемся к вопросу о читмилах, когда касается питания. Также и здесь. Для чего это надо? Мой маленький личный опыт, чтобы у вас мозг мог отдохнуть от системы. Находиться сейчас столько стрессов, еще и круглую неделю на системе, на любой, это немножко, может загнать кого-то Это в стресс. 200%. Поэтому Я воскресенье полностью просто чисто наше, просто дружеский совет, независимо от результата, дайте себе голове отдохнуть от всего. От всего либо это вообще. суббота, у кого какой день, возможно, вы среди недели работаете, может это понедельник будет, когда вы отдыхаете от тренировок, от правильного питания. Вот давайте себе раз в неделю отдохнуть. Но в конце своей трудовой недели, неважно, когда она заканчивается, вы должны отдохнуть от всего. И это наоборот улучшит ваш результат, а не И эмоциональное ухудшит. состояние. 100%. Все от эмоций. Так, еще будут препараты. Как бы можно остановиться на этих двух, но я все равно посоветую еще один препарат, который в моем списке номер 3. Это Балденон Ундеканат. Препарат очень хороший, менее вредный и грязный для человеческого организма, Чем какой? чем тот же Сустанон Ага. и тот же Туринабол. Ух ты. Да. Так. Но он немножечко другой. Этот препарат по своей структуре будет давать вам, скажем так, в кавычках, сухую мышечную массу. Многие ошибочно под словом сухую мышечную массу понимают, что они будут максимально красивые, рельефные и будут нагонять только одни сплошные мышцы.
Это, к сожалению, не так, потому что все зависит от питания. Но этот препарат ускоряет обмен веществ, раз. Дает хороший синтез белка, усваивания. Два. Это очень важно после физических нагрузок, когда вы отдыхаете и питаетесь. Мышцы растут только в это время. И он еще хорош тем, что он, ну, как я сказал уже, мягкий. И плюс он не андрогенный. Поэтому такой препарат я бы рекомендовал 2 кубика в неделю. Препарат содержит 200 мг действующего вещества, поэтому 400 мг в неделю для новичков, для людей 35, 45, 40 плюс, это будет приемлемая, невредная, рабочая дозировка. Ну, опять же, как Андрей ранее сказал, то есть этот препарат может быть, может не быть. Да. Как мы отсылаемся ранее, все зависит от ваших предварительных и анализов, и целей, и так далее, и возможностей. Так, достаточно, да, этих 3 препаратов? Я считаю, для начала более чем достаточно. Теперь, что касается пользы. Так как мы вначале сказали, что все вот эти стероиды, для чего нам они нужны именно в этом возрасте, фиксация кальция в костях, увеличение костной массы. То есть мы в первую очередь хотим поправить свое здоровье, Однозначно. не навредив это спорту. Поэтому под этот курс нам нужны что? Хондропротекторы. Да. То есть вещество, которое укрепляет хрящевую костную ткань, главными компонентами которого являются хондроитин и глюкозамин, плюс дополнительные различные есть добавки. То же самое все зависит от производителей. Дальше скажем о ценах. Также в курс принимаем согласно инструкции под эти стероидные препараты. Это улучшит ваш суставной связочный аппарат. Теперь, что еще? По поводу белка. Как мы вычитали в энциклопедии, ну, мы это, естественно, знали и раньше, такой небольшой курс, он будет требовать больше белковой пищи. Правильно? Да, это правильно. Здесь надо из-за того, что синтез белка увеличится и стероиды будут расщеплять все туда, куда надо. Поэтому тут надо немножечко увеличить или же добавить прием пищи, или же использовать протеин. Но я бы рекомендовал бы в комплексе и протеин, и прием пищи. Но это также зависит от человека, 100%. от его фактуры. У кого-то больше жировых отложений, ему, возможно, подойдет там, вечером больше белковый. Кто хочет набрать больше мышечной массы, у него нет проблемы с лишним весом, там и дополнительный прием пищи. Но, поправь меня, если ошибаюсь, недостаточное количество белковой пищи при приеме препаратов даже может собрать обратный эффект, нежели полезный. Поэтому обязательно этот стройматериал нужно будет добавлять не потому, что мы вам рекомендуем, а это уже необходимость. То есть, если вы уже стали на этот путь, будьте любезны, используйте все пункты, которые должны здесь быть, применяйте их для того, чтобы получить максимум эффекта и минимум так называемого побочных эффектов. И к словам Кости, на своей практике скажу вам, что люди были у меня такие, которые пробовали, которые хотели, но когда они не получали результат, и я узнавал о том, что же происходит, они мне рассказывали, что они едят 2 раза в день. Но это никакие стероиды, это не волшебные вещества. Никакие стероиды не помогут вам набрать мышечную массу, если вы не будете соблюдать все пункты, как сказал Костя. Но дело у нас даже сейчас вопрос не о наборе мышечной массы, а о улучшении здоровья и самочувствия. Ну, даже так. А, как я уже сказал, о чем говорят медицинские издания, которых мы пошерстили, поговорили с докторами, то есть это даже может навредить. То есть если вы надумали, грубо говоря, химичиться, но при этом у вас нет возможности нормально отдыхать и питаться, мы этого крайне рекомендуем делать, вы себе только навредите. 100%. И теперь далее, естественно, о вопросах здоровья надо почиститься. Как говорил Андрей в предыдущем выпуске, сдать анализы можно сразу, особенно если вы новичок и раньше этого не делали, после курса и после курса. Я немножечко лайфхак такой сдаю их позже, когда уже почистишь, чтобы 2 раза не бегать, но это когда вы знаете свой организм. Итак, по поводу чистки. Тут у нас, если я не ошибаюсь, обычные аптечные препаратики. Да. С чего начинаем? Ну, с гомеопротекторов, самых простых, с Гепатопротектор, гомеопатии. да. Гепатопротекторов с гомеопатией. Гомеопатия, так. Это для печени глутаргин. Глютаргин, раз. Да. Дозировка 750 миллиграмм. Для почек фитолизин
2. Паста. Есть таблетки, есть паста. Там уже кто как любит пить, принимать, это индивидуально. И для того, чтобы немножечко привести снова в свою естественную норму свое либидо, то есть, собственно, тестостерон, есть такой препарат, как Провирон. 3. Еще немножечко теперь о Провироне и привести. С одной стороны, мы сейчас людям рассказываем, что все это улучшится, увеличится, но с другой стороны, оно куда-то там денется. Вот тут несостыковка. Как, оно почему? никуда не денется. Из-за того, что человек будет принимать анаболические стероиды, у него естественный тестостерон на время перестает вырабатываться. А искусственный, который он ему дает, будет повышать его личный уровень. И когда человек заканчивает курс, у него может наступить так называемая гормональная яма. Вот. Этого боятся практически все. Не практически, а все. Это не импотенция, это не нарушение функции, но это этого временный... избежать, и чтобы у вас не было ни упадочного настроения, и вы не думали, что вы себе навредили, используется этот препарат, который называется Провирон, который поможет улучшить ваше состояние эмоциональное, а физическое у вас и так будет хорошее. И поможет просто чуть-чуть быстрее вашему собственному тестостерону начать вырабатываться снова в том же объеме, в той же мере. Вот и все. Так, отлично. Теперь, когда мы обсудили препараты и чистку, давай поговорим о длительности этого курса. Минимальный, максимальный. Как мы уже сказали ранее, и как говорят доктора, лучше дольше, но поменьше маленький дозировок, чем маленький курс бомбезный, который сразу перегрузит печень и все, что можно. Итак, длительность. Ну, лично я рекомендую, По этому курсу. и мы рекомендуем по этому курсу, минимальная длительность это 8 недель, максимальная 10-12. Но все равно за 10 недель не заходите. То бишь 2-2,5 месяца должен длиться этот минимальный курс. Ну, не должен длиться, а это рекомендованное время. Почему? Если вы сделаете месяц, организм только начнет, как говорится, раскачиваться и вырабатывать это все. И будете вырабатывать. Тут надо вырабатывать и на тренировках везде. И 1,5 месяца он еще будет на пике. А вот как раз 2-2,5 месяца это реальная цифра, когда вы достигнете результата, его несколько недель еще зафиксируете и потом плавненько сойдете. Поэтому я рекомендую минимальный срок 8 недель, максимальный 10 недель. Но опять же, обращаем ваше внимание, от чего это будет зависеть выбор длительности, опять же, от ваших личных возможностей, ваших показаний медицинских, от вашей предварительной работы, которую вы провели вообще в спортзале с тренером. То есть это все очень-очень индивидуально. Поэтому еще один момент хотел бы напомнить, Андрей мне либо сейчас подтвердит, либо нет. У многих есть такое ошибочное мнение или вообще момент поведения. Вот закончили курс, и, грубо говоря, люди начинают это дело отмечать прямо. Это очень-очень большая ошибка, потому что вот после этих же 10 недель, которые Андрей озвучил, у вас организм будет, в принципе, на самом деле, находиться максимально напичканным. Я прав? Да. Вот. И вот после этого надо продолжать пахать в зале не меньше, чем раньше, а может даже больше, что в первую очередь поможет сохранить и пролонгировать результат, который вы добились в спортзале, а во вторую очередь позволит вам самоочистить свой организм. То есть выработать те гормоны, которые вот будут и печень Конечно, чистить, и потому почки. что любая физическая нагрузка это тоже выброс тестостерона. И вы не думаете, что вы закончили и все. Наоборот, тут надо, правильно Костя сказал, продолжить еще работать и какое-то время в той интенсивности, в которой вы были на курсе, а потом по самочувствию организма плавно, как говорится, тренировочки облегчать. Но слово облегчать, момент, это да, все, вот уточни, это пожалуйста. все очень, ну, в кавычках. То есть вы тренировочным процессом без стероидов должны зафиксировать свой результат. Облегчаем мы веса рабочие или саму интенсивность тренировки? Но я считаю, что Как веса ты? только.
веса. В принципе, соглашусь, потому что у меня, допустим, в течение года интенсивность не падает. Я ненавижу отдыхать много между подходами. Я только весами регулирую нагрузку. А суперсеты, как мы показывали в ранее наших выпусках, суперсеты, 3 сеты, это вот доминантная форма тренинга, наверное, которая присутствует, наверное, у тебя, у меня, у Димы тоже. Потому что все вот эти разговоры в телефонах между подходами это крайне неэффективно, уже доказано многими. Причем как для мужчин, для женщин, неважно, возрастных или начинающих. Конечно, мы с тобой кровь загнали в мышцу, В принципе, сели да. в телефоне и все ушло, и подход на смарку. Поэтому Второй, третий. последний момент чистки – это обязательно хороший тренировочный процесс после окончания приема стероидов, который будет, я думаю, также не меньше 1,5-2 месяцев будет держать. Да, месяц. И еще моментик тоже, вот, Андрей, объясни. Спортпит с какого момента потом подключать? Такие как бустеры, там тот же трибулус, тот же креатин, стоит, не стоит, и с какого момента? После окончания курса? Если мы сейчас именно про конкретный курс, который Про рассказали, это, да, мы рассказали. то я считаю, Человек что 10 недель еще откусил. 2-3 недели вы будете находиться на пике, и у вас еще Так. будет... у вас будет такое состояние самочувствия, как будто бы вы еще находитесь на стероидах. Потому что за то время, 8-10 недель, они успели накопиться в вашем организме, и они так быстро не выйдут. Мой вердикт, через 3 недели можно подключать. Трибулус подключаем, креатин подключаем, да, и в зависимости от ваших целей, от времени года и так далее, от самочувствия. То есть тот спортпит, который вам позволит, опять же, пролонгировать эффект. Вы как дельтаплан, высоту набрали и летим до следующего. Да, вы спортпитом как бы в кавычках продлите свой анаболический эффект, но уже без стероидов. Отлично. И теперь к самому интересному, кстати, вот по поводу чистки. Один из вопросов, который был прислан нам в комментариях, стоимость этого всего удовольствия. Начнем с предварительной, то есть Андрей недавно сдавал анализы, то есть сколько стоит сдать вот тот общий анализ, о котором ты говорил. То есть не будем сейчас вдаваться, что туда входит. Плюс-минус анализы предварительные. От 1500 гривен до 2. Первое. 1500-2000 стоят анализы. Да, но Далее. еще момент. Да, если сдавать еще отдельно, я сдавал на все гормоны, это еще плюс где-то 1000. Учтите, что начинающим, возможно, это не надо. Не Хотя, обязательно. если вы хотите все-таки, у вас вообще это первый опыт, то чем больше вы сдадите и узнаете про свой организм, тем, наверное, лучше, да? Да, так Чтобы лучше. имели полную картину вашего и То есть гормонального состояния. 1500-2 все анализы и еще приблизительно от 800 до 1000 гривен анализы, которые связаны с гормонами. Это тестостерон, прогестерон, пролактин, эстрадиол, ТТГ, вот эти вот все. То есть запомнили. Как Костя правильно сказал, если у вас все в порядке было до этого, и вы прошли такой минимальный курс, это не обязательно. Но для себя лично мы рекомендуем. Так, далее по препаратам. Сустанон. Итак, будем рассчитывать, давайте, например, на 2 месяца на минимальный. Это у нас идет 1 кубик, то есть 8 кубиков, 8-10 кубиков сустанона на курс. Это приблизительно, 10 ампул, это приблизительно $50. Приблизительно $50, как Андрей сказал. Скажи по поводу производителей и по поводу... У каждой фармакологической компании свой определенное название, действующее вещество, естественно, одно и то же. Должно быть. Но там дизайн, коробочки, красивые ленточки, узорчики, оно может колебаться. Цена. То есть цена колебаться, да. Это приблизительно. Поэтому цена, никоим образом мы не дилеры, мы ничем этим не торгуем, это просто общая цена приблизительная. Так, следующее у нас Туринабол. Тоже считаем по минимальному курсу, 2 месяца, 8 недель, это сколько у нас там? $25-30 это максимум. $25-30 записали Туринабол. Далее Болденон. Балда. Да. Болденон, скажем так, может чуть-чуть дороже, чем сустанон. 20 ампул, это получится $100-110. Вот вам 50 и 110, 160 и 25 или 30, $190-185 у вас выйдет курс от 8 до 10 недель. Опять же, то есть от производителя будет зависима стоимость, от дилера будет зависима стоимость, кто на вас сколько захочет заработать, от продолжительности курса будет зависеть стоимость. То есть
разбег туда-сюда в $30 допустим, то есть приблизительно 150-250 долларов в это вы как бы вложитесь. То есть от самого дорогого, правильно говорю, Андрей? Да, да. То есть минимум, ну если где-то найдете по закупкам, возможно в 150 долларов влезете. Максимум, если вам с плеча рубить, брать у самого там наглого тренера, я не знаю, который наваривает сверху две цены, возможно будет 250 долларов. Итак, про анализы сказали, про препараты сказали, по стоимость чистки. Значит, что у нас там? Глютаргин. Да, полторы-две тысячи, плюс это, значит, Подожди. глютаргин, Да, сколько стоит у нас глютаргин? Ну, до 200 гривен пачка. Приблизительно гривен пачка. Сколько вы будете чиститься, это опять же покажут анализы. То есть Да. кому-то надо будет пачка, кому-то две. Далее у нас идет фитолизин, где-то гривен 250 стоит Да, тюбик, да. таблетки не помню, ну приблизительно в районе 240-250 гривен. И что еще мы говорили по чистке? Проверон. Ну, проверон это препарат. Подороже. Он дорогой, да. Да. Он дорогой. 100 таблеток будет стоить приблизительно 55-65 долларов. Ну опять же, да, я буду прав или не прав, эти 100 таблеток вам не факт, что вы их все 100, вам их понадобится Конечно, съесть. что дозировка Возможно, вам их маленькая. хватит на 2 курса, а может даже и на 3 кому-то. Все зависит от того, как ваш организм воспримет эти препараты и какая у вас будет яма. Так? Еще плюс маленький всем стероидам. У них срок годности 3-5 лет. То есть, если вы соблюдаете правильное хранение, а хранить их нужно в сухом, темном месте, Dark and cool place. Yes. тогда у вас, если что-то останется, вы можете смело использовать там через год, и через полгода, или через 3 месяца. Вот, кстати, по поводу использования. Вот были у меня такие вопросы у людей, то же самое, наверняка, Дмитрий, у тебя раз в полгода нормально такой курсик для поддержания? Или какие тут варианты? Ну, я считаю, что да. Если человек, опять же таки, вариант зависит от того, что хочет увидеть человек в Ну, мы зеркале. сегодня говорим о здоровье. О здоровье. В первую очередь о здоровье. Однозначно о хорошем. хватит. Однозначно. То Да. есть раз в полгода, грубо Однозначно. говоря, друзья, к лету вы можете видеть хорошо, а там уже второй раз, когда у вас получается по вашим составляющим жизненным работа. То есть там Образ отпуск, жизни, образ жизни, работа, возможность питание, хорошенечко да. спать, отдыхать. то Плюс есть нервная соблюдать все эти- система, все это влияет на результат, поэтому тут вы уже, ребятки, определяетесь сами. Но И наш теперь- вердикт раз в полгода для здоровья это будет нормик. А чтобы вам было лучше определиться, на нашем канале Шапочки, там есть Инстаграм Андрея Шарапова. И вот если вы хотите, чтобы индивидуально под вас этот человек использовал весь свой опыт в составлении вам такой программы, в зависимости от ваших целей, будь то вы соревновательный спортсмен, у Андрея, как я говорил ранее, огромный соревновательный опыт, ну дай мне Бог памяти вспомнить, сейчас скажу, 27 лет, наверное, да? Нет, больше. Соревновательный? Соревновательный. 29. 29 лет соревновательного опыта, успешного соревновательного опыта. Вот. Короче, все налицо. В общем, если хотите индивидуально раскрыть Всё эту налицо. тему, да, Инстаграм внизу в ссылочке. Естественно, это будет за деньги, не обессудьте. Это его интеллектуальная собственность. Ну, обращайтесь, пишите. Он вам все расскажет, с чего начинать, чем заканчивать. Никто другой. Возможно, обменяйтесь телефонами. Все мы сказали. Теперь далее. Сегодня мы поговорили про возрастных спортсменов. Если эта тема найдет такой же отклик, который был у нас в предыдущем выпуске, в дальнейшем мы можем подготовить для более молодых начинающих. У нас есть что рассказать. И если сильно будет нужно, даже затронем вопросы женские. Да, очень Химизации. просил наш оператор, что мы затронули процессы женщин. Очень. Да, кстати, Поэтому- почему-то очень часто девчонки сейчас, ну это, наверное, связано со временем, с таким, скорее, как тут сказать, напряженной жизнью, все хотят все и сразу, начинают интересоваться, а что бы мне можно такое уколоть, тренер? Костя, очень хорошо, что люди к этому подходят не Ну, с одной стороны, что да, это, нет, они ну. уже интересуются, это уже хорошо. Ну, в любом случае, хорошо. Мы в вас не нашем обществе- призываем употреблять Ни стероиды. в коем случае. Мы вам рассказываем, чтобы вы не навредили. Делимся опытом. Да. Возможно, Поэтому кому-то будет это полезно. личное дело каждого. Поэтому всем Думайте добра, головой. Да. всем добра и счастья, и здоровья, и мира. Константин, Андрей, наш Дмитрий оператор Дмитрий. и Masters of Body. До новых встреч в эфире.